Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут обсуждаем сегодня войну, обсуждаем последствия для нашей страны, для России, для политики России. Но прежде хочется спросить вас, сегодня мы получили кадры о том, что началась подготовка к 9 мая. И мы видим, что там эта символика Z и буква В, все то, что российские власти используют во время войны с Украиной, они будут использоваться во время парада. Собственно, первый наш вопрос, насколько... то есть Владимир Путин, по всей видимости, принял решение, помимо празднования победы во Второй мировой, на параде еще и говорить о войне с Украиной. Насколько это с его стороны мудрый шаг, учитывая, что никаких вроде бы больших достижений нету в ходе этой войны? Насколько это правильно, насколько это логично с точки зрения последних 54 дней? Других вариантов-то у него нет. Но это событие, ведь парад Победы, вот при Путине оно перестало быть историческим событием. Это стало важнейшим событием актуальной политической жизни. Путин вокруг культа победы выстроил весь свой политический дискурс. Он реально на полном серьезе в январе, например, в самом начале года, выступая обращаясь со своим посланием к Федеральному собранию, я вот сейчас подзабыл, это было год или два назад, он говорил о том, что впереди, послание Федерального собрания, да, ты даешь задачи стране на год, да, и он говорил, там, нас ждут много важных событий, и первым номером реально назвал, очередную годовщину Победы. Для него это реально актуальное политическое событие. Да, у него вся политическая жизнь, собственно говоря, значительная ее часть, публичная политическая жизнь, конечно, оговорюсь, реально вращается вокруг финансовых потоков, публичная политическая жизнь, она вся вращалась вокруг этого. Поэтому тут историческое событие превратило в актуальный политический, в актуальное политическое событие, и поэтому проигнорировать его он не мог. Возник бы жуткий вакуум. А что случилось, Владимир Владимирович? Каждый год праздновали, так сказать, вокруг этого там вся жизнь крутилась у нас. А что в этом году? Да, и понятно, что интерпретации будут самыми невыгодными для Путина. Поэтому выбора у него и не было. Поэтому, я еще в марте, например, начал говорить о том, что очевидно, что у него дедлайн 9 мая. Он попытается к 9 мая добыть хоть какую-то победу, потому что он оказался в Цугцванге. И не праздновать нельзя, да, потому что отказ от празднования вызовет сразу массу кривотолков, и все интерпретации будут для него негативными. Но и праздновать, не добившись какой-то победы, тоже, в общем, криво получается, да. То есть, вроде как деды воевали, спасибо деду за победу, а ты-то сам что? То есть, ты, получается, не молодец, да, ты хуже дедов получаешься. Вот, поэтому, конечно, сейчас, в оставшихся до Дня Победы, дни, он предпримет все усилия, какие только возможно, для того, чтобы одержать хоть какую-то победу, сделать хоть что-то, то, что можно будет 9 мая праздновать. Скажите, как вы думаете, понятно, что да, он будет вплетать 9 мая, я с вами полностью согласен, что он будет переплетать 9 мая и текущие события в Украине. Как оно будет выглядеть? То есть, возможно ли, что в бессмертном полку люди пойдут с этими портретами? Возможно ли, что, не знаю, техника, которая была в Украине, доедет до Красной площади и пройдет там? Я просто, что имею в виду, что... Но есть же внутри Владимира Путина какое-то сакральное отношение к этой войне, он же оберегает ее от всего, или он способен переплести эту войну с той войной, на которую он молится уже последние десятилетия? Не, очевидно, что для него сакральна та победа, но еще более сакрально то, что он сам делает. Он же себя самого очень любит, это же видно. Он безумно любит, так сказать, дедов тех, да, но себя любит он больше, чем дедов. Собственно говоря, ведь в основе всего лежит, почему он к этой победе так прицепился? Потому что на самом деле найти в текущем политическом дискурсе оправдание происходящему, оправдание тому, что он творит, на самом деле очень сложно, да, он предъявляет какие-то аргументы, и он сам чувствует, что они не очень убедительны. Да, и он привлекает дедов, привлекает память победы в качестве такой, знаете, маскировки, дымовой завесы, в общем-то, да. Он пытается легитимизировать себя, свои действия, выстраивая параллели с теми действиями. Тем же действиям, так сказать, тем событиям наша история уже выставила, так сказать, положительные оценки, да, сомнений уже в этом нет. Да? Соответственно, присобачивая себя к тем дедам нашим, славным победителям, ты вроде как тоже, молодец получаешься, да?
И вот ради чего он делает. На самом деле это, конечно, циничный, абсолютно циничный выбор, это прямо абсолютно циничная эксплуатация памяти предков в собственных интересах, для того, чтобы прикрыть текущий дискурс, который на самом деле, мягко скажем, не идеальный, вызывает вопросы у значительной части общества. И поэтому Путин, конечно, будет все это переплетать именно с целью, легитимизировать происходящее, да, с тем, чтобы вот за той завесой из дедов там грехов нынешних, ну там было видно поменьше, понимаете? Поэтому, конечно, все то, о чем вы сказали, я думаю, он попытается сделать. Тут самое важное, нам надо понимать, что все это будет выглядеть на самом деле, конечно, достаточно убого, достаточно неубедительно. По-настоящему легитимизирует только полноценная победа, и ее вообще не видно. Аббас, а можете нам как политолог, как такой политический аналитик, дать объяснение, определение, почему российская власть так часто в моментах, когда есть запрос на информацию, скрывает эту информацию? Я сейчас говорю не какой-то конкретный случай, а вот глобально. На войне огромное количество потерь. Почему российская сторона не называет точные цифры? Почему не говорят о масштабах потерь? Ведь одна из, мне кажется, логичная штука, наоборот, сказать, что да, действительно большие потери, это же, наоборот, может только сплотить людей вокруг Путина, что посмотрите, наших бьют, наши погибают, давайте все еще больше за царя держаться. Или я не прав? Нет, Руслан, смотрите, легитимизирует не трудности. Вот это есть ошибка, значит, часто звучит фраза «сплочение вокруг флага в трудную минуту», так сказать. На самом деле нет, сплачивает в авторитарных обществах не трудности, а победы над ними. По-настоящему общество сплачивается вокруг победителя. Это то, что в американской традиции называется bandwagon effect, эффект фургона с оркестром, да? А если ты проигрываешь, если ты предлагаешь вместо успеха трудности, сложности, ну, с твоей легитимностью очень скоро начнутся быстрые проблемы. Поэтому они всячески скрывают потери и постоянно пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, доказывая, что, дескать, все идет по плану, да, именно потому что вся легитимность Путина держится на предположении, что он силен, что он всегда добивается успеха, что он, так сказать, победоносный, да, что он вечный победитель. А если выяснится, что он не победитель, то это будет как с Акеллой. Акелла промахнулся, все, его свои же загрызут. Скажите, Аббас, вот если мы так в общем говорим про вот эти потери, про то, победят, не победят, но хочется более конкретно вас спросить, вот крейсер «Москва», да, вот то, что с ним случилось, погиб корабль, погибли, скорее всего, люди. Как вы думаете, будет власть дальше скрывать какую-то правду, или все-таки, ну, чтобы уже не скрывать, уже возьмут и признают? Все-таки с Курском, как бы там не было, но в какой-то момент признали, но это был ранний, там, супер ранний какой-то Путин, и он признал все потери, которые были, признал все, что там было неправильно, хоть и с большущими, конечно, оговорками. Ну, вот так он извлек из той истории урок. Он признал, и у него рейтинги тут же пошли вниз. Да? Он понимает, что легитимизирует победа, поэтому ничего они признавать не будут до последнего. Вот эта история с утечкой, значит, в сторону «Медузы», 30, сколько они там, 37, по-моему, 37, да, признали, да? Да, это очевидная попытка, значит, вот, ну, то есть совсем полностью там отрицать количество убитых, ну, то есть, что кто-то там доказывает, что вообще никто не пострадал, не погиб, глупо, то есть они это поняли, поэтому решили просто минимизировать, значит, число погибших, и вот выкинули эту версию вот через «Медузу», да, ну, то есть «Медузе» слили. Вот. Надеюсь, что люди скажут, ну вот понятно, раз «Медуза» написала, то 37 погибших. На самом деле, вот у меня лично нет никаких сомнений, что всю правду они сказали, что в реальности погибших гораздо больше, но они будут это дело скрывать до последнего, понимая, что сейчас легитимность этой войны, которая, очевидно, оказалась не совсем не блицкригом, значит, предвещает вообще долгую, затяжную и не факт, что успешную, значит, кампанию, легитимность уже начинает хромать. Да, повторюсь, наш народ, значит, готов сплотиться вокруг победителя, но он точно не
не любит сплачиваться вокруг, значит, того, кто предлагает трудности вместо успехов. Да, и, ну, это любая авторитарная публика такова, в общем-то, да, и россияне в этом смысле не исключение. Вот, и поэтому они будут минимизировать потери до последнего, у них нет просто другого выхода. Аббас, скажите, я вот очень подробно наблюдаю за тем, что происходит в нашей стране, да, как это влияет. И пока я вижу четкий тренд, российские региональные власти получили добро на зачистку. Вот все те, кто еще оставались, активисты, независимые журналисты, предприниматели, всех их под предлогом сейчас борьбы с законом о фейках тоже закрывают, прикрывают, активистов арестовывают, штрафуют, у кого-то кто-то не обделывается штрафом, а получает реальные сроки. Вот мы видим четкий тренд, что под предлогом войны зачищают политическое поле. А что еще происходит в российской политике вот сейчас, когда весь фокус внимания смещен на территорию Украины, на войну? Что внутри страны происходит? Ну, смотрите, главный тренд связан с делегитимизацией Путина и ослаблением его роли как модератора в отношениях элит. Да, поэтому, очевидно, происходит вот такое разбалтывание политической системы. Все больше и больше значит, конфликтов, которые раньше разрешались, так сказать, под ковром, да, выплескивают наружу. Это вот, пожалуй, самый важный с точки зрения последствий, значит, тренд, связанный с последними событиями. Роль Аббас, Путина извините, как модератора слабеет. А можно, пока вы далеко не ушли вот от этой мысли, это очень важно, как на мой взгляд, я хочу, чтобы наши зрители тоже на это обратили внимание. Путин всегда был такой, за ним как арбитр, модератор, как вы правильно сказали, да, между политическими элитами. Сейчас это на фоне войны или на фоне приближающего 24 года, о котором там все говорят многие годы, в том числе и там, политологи, и журналисты, о том, что вот перед этим начнется грызня. Это связано с войной или с приближением очередного переизбрания Путина, которое через меньше чем 2 года запланировано? Нет, конечно, в первую очередь это связано с войной, вернее, с неудачной войной. Если бы война была удачная, то его роль, конечно, как модератора окрепла бы. Вот. А так, ну вот я уже метафору Акеллы употребил, да, это очень хорошая метафора. Вся власть Путина держалась на ощущении, что он с любым врагом справится. Да, и поэтому все боялись его злить. Поэтому любое его решение элиты всегда признавали. Признавали, что за ним есть право последнего слова, так сказать. А теперь вдруг выяснилось, что вовсе не такой уж он сильный и страшный. Вон он кулаком стучит, так сказать, глазами сверкает, глазами вращается, зубами сверкает, да, а Зеленскому хоть бы хны. И украинцы наплевали вообще на все его сверкание, так сказать, и вращение. Вот. И ну, люди это видят, да, и по-другому быть не может в данной ситуации. Ну и мы видим, как конфликты между разборки в элитах, значит, выплескиваются чаще наружу, хотя при Путине все всегда боялись это делать. Особенно после той истории, когда он уволил Черкесова за публикацию в «Коммерсанте» своего ближайшего соратника. Так сказать, да? А сейчас все снова вот вернулись Понимаете, сейчас там доминирует в элитах вот это ощущение спасения утопающих, дело рук утопающих. Раньше казалось, ну там играет ту роль, которую тебе отвел Путин, да, не нарушая правил, установленных Путиным, подчиняйся его приказам, и все у тебя будет хорошо. А сейчас вот этого ощущения нет. Оказалось, что Путин не может гарантировать, так сказать, светлого будущего для тех, кто ему лоялен. И теперь каждый начинает, значит, выстраивать свою собственную стратегию спасения. Кто-то, как Дерипаска, начинает, значит, в паблике там клясться, что он, видно, либерал, значит, видимо, надеясь на то, что Запад, так сказать, его там перестанет зачислять в ряды с путинских олигархов, да, и не будет его там активов арестовывать и так далее. А кто-то, значит, как Кадыров или, например, подчиненные там Кириенко, Громова, не начинают критиковать партию мира там, с криками «Война до победного конца». Кто-то, наоборот, как Песков и Мединский, понимают, они, видимо, более гибкие ребята, они поняли, что значит, раз победить не удалось, то давайте перестраивать стратегию, давайте договариваться о мире. То есть это все равно лучше, чем вот как баран, значит, долбиться в те ворота, которые, очевидно, уже закрыты, и крепости рогов, чтобы продолбить эти ворота, значит, не хватит. Вот. То есть все в целом, Путин самоустранился, так сказать, от происходящего, да, и каждый выживает как может. Вот.
И это все, конечно, неизбежно приведет к значит, усилению оппозиционной активности, потому что революция всегда в значительной степени это продукт двух трендов, суммы двух трендов. Любая революция — это, значит, недовольство низов и элитные конфликты в верхах. То есть, если элиты спаяны, да, никогда революция не победит. Но тут налицо, конечно, элитные конфликты, а в таких ситуациях элиты, какие-то группы элит всегда начинают переговоры с оппозицией, да, значит, начинают выторговывать для себя будущее и, значит, тем самым поддерживая, по сути, оппозицию и снабжая ее какими-то ресурсами, да. И, значит, вот Извините, Аббас, интересная мысль, интересно, вот опять же, а что еще должно случиться? Экономические санкции не принудили их к тому, чтобы идти договариваться с оппозицией, какую-то коалицию против Путина выстраивать. А что еще может быть, что на них подействует для того, чтобы они объединились и пошли против того, кто многие годы гарантировал их как раз-таки богатство и оберегал от уголовных преследований? Они не то, что сами против него пойдут, просто они в какой-то момент начнут вести переговоры, в том числе и с Навальным. Как это было с Манделой, это прям хорошо известный хрестоматийный кейс. Значит, сначала они его сами упаковали туда, а когда сами зашли в тупик через 20 лет, значит, по очереди начали к нему приезжать в камеру и с ним торговаться, значит, об условиях его освобождения. Вот. Кто-то будет с Навальным договариваться, кто-то с более системными силами, там, типа, значит, коммунистами, кто-то там, политиков уже в России все-таки хватает, кто-то в эмиграции, там, кто-то будет, значит, через Ходорковскую, наверное, действовать. То есть все будут искать, вернее, я уверен, уже ищут эти варианты, эти пути, значит, потому что в целом есть понимание, что русский корабль, так сказать, на полном ходу мчится в направлении мели и спасения, вот, то есть курс нельзя оставлять неизменным, да, и в какой-то момент вы тоже сами по себе это почувствуете, да, в какой-то момент кто-то вам предложит какие-то там, значит, послабления, да, какие-то, дескать, давайте мы там эфир вам какой-нибудь там поможем организовать, да, вы же хорошие ребята. В надежде, что вы потом, так сказать, припомните, кто вам это предложил, там что-то, да, и так далее. В общем, это всегда бывает, и в этот раз будет то же самое. И вот те аресты многочисленные, о которых вы сказали, я абсолютно с вами согласен, мой диагноз такой же. Система насилия, политического насилия в России сейчас очень децентрализована, полномочия, значит, сажать вообще всех переданы вниз. То есть раньше то, что там решения принимались на верхнем уровне, сейчас принимаются внизу уже там, условно говоря, с генеральского уровня переданы на уровень там майор. Вот. Это как раз действие партии, условной партии войны, партии, значит, вот, войны до победного конца, которые, понимая, что вот куда все это идет, сейчас пытаются в максимальной степени, значит, оппозицию ослабить, добить, с тем, чтобы, она, понятно, что рано или поздно все равно поднимет голову, но чтобы подняла голову, условно говоря, не завтра, а там послезавтра или через неделю. Понимаете? То есть остатки своих сил они сейчас бросили вот значит, на то, чтобы продлить тот период, пока оппозиция будет ослаблена, и, значит, и, соответственно, протест будет таким неконцентрированным, он будет, значит, безлидерным, он будет, значит, такая многоголосица будет, да, то есть появится пространство для маневра, когда можно будет каким-то образом там для элит нынешних как-то сманеврировать, там, да, и что-то там выторговать для себя, и так далее. Аббас, а вот о чем хочу спросить вас еще, наверное, напоследок. Совсем недавно вышел закон о том, что, это тоже там одна из тем нашего сегодняшнего эфира, про то, что запрещено уравновешивать, я вот не знаю, как правильно сказать, ставить знак равно между Сталином и Гитлером. Это такой старый добрый Путин, что этот закон был перенят? Или это тоже часть вот этой вот военной пропаганды, это часть там войны за то, чтобы люди правильно относились к текущим событиям в Украине? Как вам кажется? Мне кажется, вот тот выбор, который вы поставили, это вот то либо другое, он не нужен. Это старый добрый Путин, который на самом деле давно вел вот в этом направлении. Да, понятно, что это особенно актуальным стало сейчас, потому что действия российских войск, там Буча, например, да, слишком уж сильно напоминают действия нацистов, и это значит, на сравнение напрашивается прям само собой, и здесь нужно выставлять дополнительные кордоны с тем, чтобы общественность, так сказать, вот эти параллели не выстраивала.
А вас напоследок вопрос. Вы тут сегодня нам упомянули про то, что олигархи недовольны, и раскол элиты, и грызня в окружении Путина. А на кого он сейчас опирается? Кто его главная опора? Силовики? И что должно, как на них повлиять в таком случае? Если коротко, можно, у нас прямой эфир, продолжаем. Смотрите, Путин разочарован, безусловно, в силовиках. Да, они его капитально подставили, они бряцали оружием на протяжении 20 лет, они обещали ему легких побед. Вот. Он никак бы в жизни он не полез в эту историю украинскую, если бы он знал, каким позором это все закончится. Они же его, по сути, в тупик затащили, да, поэтому понятно, что он на них чертовски зол. Исчезновение Шойгу и Герасимова — это вот только верхняя часть, так сказать, айсберга, да. Если бы он мог, значит, я думаю, он бы сейчас им всем вообще голову поотрубал бы там, но он не может этого сделать, потому что тем самым он признает, что что-то пошло не так, а он же усиленно делает вид, что все идет как по плану, да, поэтому пока он просто на них злится, кого-то там задвинул, так сказать, на задний план, пока еще не сажает, хотя слухи появились, что уже и сажает кого-то. Вот. Поэтому полагаться на силовиков он не может, опираться на свою администрацию он уже тоже, на самом деле все его разочаровали, да, все причастны к тому тупику, к той дороге, которая его завела в тупик, к формированию вот этого пути. В первую очередь, конечно, он виноват сам, но он же не может самого себя обвинить, да, поэтому он обвиняет всех окружающих, поэтому он сейчас одинок, растерян, значит, и деморализован, и дистанцировался от происходящего. Сидит, думает, что ему делать. Спасибо, Аббас, что были в нашем эфире. Да, было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо, да.